Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео мы решим логарифмическое неравенство и начнем мы с области допустимых значений, так как у нас переменная внутри логарифма. Мы запишем область допустимых значений. То, что у нас здесь находится, должно быть больше нуля. В основании у нас число 7, поэтому там уже все нам понятно, там больше нуля. И еще у нас одно выражение, это дробь x минус 1 в девятой степени и x плюс 2 в знаменателе тоже должно быть больше нуля. Это должно выполняться в системе. Пока что мы рассмотрели и выписали область допустимых значений. Решая первое неравенство этой системы, мы должны найти корни этого квадратного трехчлена. Желательно разложить на множители, чтобы был такой вид у нас для метода интервалов. Давайте посмотрим по теореме Виета. Вы можете написать разложим на множители квадратный трехчлен первого неравенства системы. Выписать, приравнять к нулю. И по теореме Виета у нас будет x1 умножить на x2 произведение. Это коэффициент c. И x1 плюс x2 это коэффициент b, но с противоположным знаком. Это должно выполняться в системе. Значит, мы имеем x1 равно, здесь уже будет совокупность, x1 и x2. Давайте посмотрим. Произведение это числа 1 и 2. У нас с минусом будет то число, которое больше, чтобы в сумме было минус 1. Мы получили корни. Значит, мы можем разложить на множители x минус 1, x плюс 2. Посмотрите, что мы получили. Одинаковые есть у нас выражения и в дроби, и в произведении. Нарисуем ось x, изобразим для первого и второго неравенства. Нанесем корни левой части этого неравенства, нули или корни. Корни, то, что мы решали уравнение, нули, это нули функции, смотря что мы рассматриваем. Значит, у нас есть минус 2 и 1. Здесь также есть 1 и минус 2. Расставим знаки. Вы можете подставить какое-то число, проверить знаки. Вы можете подставить, понимать, что это парабола ветви вверх и начинается у нас с плюса. Здесь нечетная степень, поэтому какой у нас x. Еще можно так определить, если конкретно все разложено до конца и иксы красивые положительные. Тогда вы смотрите, какой знак в итоге при x, значит такой знак будет и в крайнем правом промежутке. У нас здесь положительная, степень нечетная, значит здесь у нас плюс-минус. Штрихуем больше нуля. Мы получаем одинаковые промежутки от минус бесконечности до минус 2 и от 1 до плюс бесконечности. Я сейчас все сотру, выпишу просто область допустимых значений. Итак, УДЗ выписали, нашли. Давайте думать, а что же делать с этим неравенством? Если бы у нас не было таких вот не очень красивых высоких степеней, и здесь у нас множитель 9, да, есть. Это неравенство, вообще вот такое выражение такого типа, мы могли бы сводить к тому, что логарифмировали бы число, вот это слагаемое. Дальше по свойству логарифма делали здесь просто только один логарифм. Из суммы двух логарифмов сделали бы логарифм произведения. Но, глядя на те числа и степени, которые есть, этот способ нам не очень подходит. Нам будет не очень-то удобно это все считать. Давайте вспомним, что только что в ОДЗ мы видели, что вот это выражение раскладывается на два уже нам известных выражения, которые есть в дроби. Если мы перенесем вот этот логарифм влево, у нас будет здесь вычитание. 9 мы внесем в степень логарифма, и тогда разность двух логарифмов превращается в логарифм, внутри которого у нас будет деление этих выражений. И тогда у нас что-то может сократиться. Давайте посмотрим. Значит, первое.
мы вносим вот сюда, но предварительно разложим на множитель. Что у нас получится? Логарифм в основании 7, х минус 1 и х плюс 2 у нас раскладывается, но степень 9, она пойдет ко всему произведению, то есть она пойдет в каждую скобку. Переносим логарифм с тем же основанием в левую часть со знаком минус. 10 оставляем. Дальше по свойству разность двух логарифмов превращается в логарифм, и внутри у нас будет деление, то есть х минус 1 в девятый, х плюс 2 в девятый. Мы будем делить на эту дробь, то есть умножать на e обратно. Так, я тут позволю, что сделаю сразу. Переверну дробь, получу умножение. И вот у нас что получается. Угу. Значит, здесь у нас сокращаются вот эти вот выражения. И остается логарифм с основанием 7. И внутри этого логарифма х плюс 2 выражения уже в 10 степени. Давайте посмотрим, что можно сделать дальше. Здесь надо думать. Мы, конечно, можем вынести 10 опять, так же, как свойство здесь, только наоборот, выносить как множитель. Можем вынести десятку, но если мы выносим 10, то мы должны здесь оставить модуль. Если у нас есть модуль и область допустимых значений не дает нам конкретно какого знака это выражение, а у нас здесь разные знаки у него могут быть, это значит, нам не очень-то удобно идти потом по двум случаям решения. Поэтому мы не будем выносить 10, мы будем выносить нечетную степень. Как мы можем десятую степень представить? Что 10 это 5 умножить на 2. То есть мы можем представить, что здесь у нас логарифм основания 7, х плюс 2 в квадрате и еще пятый. Вот как эту 10 степень можно расписать. Тогда мы 5 выносим, и проблемы у нас никакой нет. У нас остается в квадрате обязательно уже положительное выражение. Просто нам же нельзя отрицательное оставить внутри логарифма. Тут у нас 5 множитель по свойству логарифма, а тут 10. Дальше мы можем поделить на 5. Что у нас получается? Что логарифм х плюс 2 в квадрате меньше или равно 2. Так. Ой, 7. Что мы можем сделать сейчас? Логарифмировать двойку. Тогда мы получим. Здесь переписываем в левой части. В правой части у нас будет логарифм 7. 7 в квадрате это 49. Дальше. Так как основание логарифма 7 больше 1, мы можем перейти к сравнению вот этих аргументов с тем же самым знаком неравенства. Если бы было основание меньше 1, мы должны были поменять вот этот знак неравенства. Переходим. Х плюс 2 в квадрате меньше или равно, чем 49. 49 это 7 в квадрате. Когда у нас с вами неравенство вот такого вида а квадрат сравнивается с b квадрат, что мы можем сделать? Мы можем перенести b в квадрате в левую часть и разложить на множители и решить методом интервалов. Либо вы бы просто возвели по формуле в квадрат, перенесли 49 и решили бы как квадратное неравенство. Я предлагаю все-таки сделать первым способом. Минус 49. Раскладываем. Мы получаем х плюс 2 плюс 7 и х плюс 2 минус 7 по формуле разности квадратов. То есть у нас есть х плюс 9, есть х минус 5. По произведению меньше либо равно 0. Применим метод интервалов. Еще раз ось х. 9 минус 9, вернее, минус 9 и 5. Плюс, минус, плюс. Нам нужно то, что меньше 0. Значит, у нас х принадлежит
от минус 9 до 5. Но это еще не все. Нам нужно с учетом области допустимых значений. Х у нас будет принадлежать. Посмотрим, что у нас получится. Нам нужно нанести ОДЗ на наше решение. От минус бесконечности до минус 2 мы получаем вот так вот. И от 1 до плюс бесконечности. Вот эта область допустимых значений. Значит, решение у нас будет от минус 9 включая до минус 2 не включая, и от 1 не включая до 5 включительно. Итак, х принадлежит от минус 9 до минус 2 и от 1 до 5. И обязательно пишем ответ. И еще раз. От минус 9 до минус 2, от 1 до 5. Непростое неравенство. Неравенство с сайта «Сдам ЕГЭ» и логарифмических неравенств раздел. А также я его встретила, видела вступительный экзамен в институт «Московские станки» на заочное отделение. Вот такое же там было неравенство, но для тех, кто когда-то не сдавал ЕГЭ и писал просто вступительные экзамены в этом году. Довольно-таки интересно, особенно когда мы снимали степень. Из десятки делали в квадрате и в 5 степени. Итак, задание разобрано. Всего доброго, успехов в подготовке.